Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать о таком полезном инструменте, как сабельная пила, и о том, как этой пилой удобно пользоваться при работах в саду. И весной, и осенью каждый садовод может столкнуться с необходимостью обрезать какие-нибудь ветки на кустах и деревьях. Это связано с тем, что в прошлом году, может быть, отросли ветки, которые не нужны, а также с тем, что зимой некоторые ветки подмерзли, и на них весной не появятся ни листики, ни цветы. Традиционные инструменты, которые используются для выполнения обрезки, это ножницы садовые, ножницы-сучкорезы на длинных ручках, пила садовая. Я думаю, каждый садовод знает эти инструменты и знает их недостатки и достоинства. Я считаю основным достоинством этих инструментов то, что они очень простые в обращении и недорого стоят. Больше у них никаких достоинств нет, потому что выполнять обрезку этими инструментами в более-менее значительных масштабах очень трудоемко, неудобно и утомительно. Надо обладать большим запасом времени и изрядной физической силой. Мне, например, ножницы-сучкорезы вообще не удалось освоить. Я не припомню ни одного сучка, который я обрезала бы этими ножницами. Да, по сравнению с ножницами, садовая пила является более производительным инструментом, но работать ею довольно тяжело. Все, кому приходилось пилить что-нибудь такой пилой, наверняка помнят, как немеет рука после 10-30 однообразных движений. Долгое время деревья в моем саду все стояли необрезанные, заросшие лишними молодыми и засохшими старыми ветками. Все это потому, что у меня постоянно не хватало времени. Работа очень кропотливая, обычными садовыми ножницами выполняется медленно. Но все изменилось, когда я приобрела себе сабельную пилу. Сабельная пила устроена таким образом, что узкое лезвие автоматически движется внутри объемной ручки. Ручка имеет значительный объем, так как в нее вмонтирован электрический моторчик. И вот этим инструментом очень хорошо срезать сучья и ветки. Перемещать руку с инструментом не нужно, нужно только зафиксировать пилу и удерживать в стабильном положении. Все движения автоматически выполняются движущимся лезвием. Несколько секунд, и ветка отделяется от ствола. Лезвие пилы узкое и длинное. Это позволяет выпилить даже такие ветки, которые находятся в глубине куста. С обычной садовой пилой к этим веткам часто бывает совсем не подобраться. Этот инструмент имеет аккумулятор. Заряда аккумулятора хватает на довольно продолжительное время, которое зависит от толщины перепиливаемых веток. Таким образом, положительными качествами инструмента под названием сабельная пила являются: во-первых, принцип действия. Поступательные движения выполняются автоматически под действием электрического мотора. Во-вторых, небольшой вес. В-третьих, продуманная конструкция. Такая, которая помогает выполнять те работы, какие невозможно выполнить аналогичными ручными инструментами. В-четвертых, высокая производительность. Отпиливание одной ветки выполняется за короткое время. При наличии такого инструмента трудоемкая работа по обрезке веток выполняется быстро. Это значит, что за короткое время можно напилить много веток. Это значит, что сад не будет обременен лишними ветками и даст хороший урожай, а также будет иметь привлекательный внешний вид. Большое количество срезанных веток является дополнительным положительным моментом. Из этих веток можно сделать мульчу и использовать ее для ухода за растениями. Из этих веток можно сделать красивые садовые конструкции и создать своему саду оригинальный дизайн. О том, как из веток изготавливается мульча и как ее можно дальше использовать, я расскажу в следующем видеофильме. Если у вас еще нет этого удобного и очень полезного инструмента под названием сабельная пила, я очень рекомендую вам приобрести такой инструмент и почувствовать на себе, насколько легче становится ухаживать за садом.
Если вам понравилось мое сообщение, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. С уважением, Яна Тамбелина.